Всем привет! Вы на канале Дело мастера боится. В этом видео я покажу, как собрать и подключить песочный фильтр для каркасного бассейна фирмы Bestway Flow Clear. В прошлых видео я показывал, как собрать и почистить дно у этого бассейна. Но в комплекте этого бассейна идет очень слабый картриджный фильтр, который почти не очищает воду. И она постоянно с примесями всякой мути, грязи и плохо очищается, потому что это у него очень слабая мощность и маленький ресурс картриджа, который буквально через 2 часа превращается в вот такой грязный, зеленый, и промывка дает краткосрочный эффект. Новый песочный картридж имеет такую упаковку. Здесь указаны посадочные диаметры 3,2 см, 3,8 см, что полностью соответствует заводским параметрам этого бассейна и других бассейнов фирмы Bestway. Согласно характеристикам этого фильтра, он подходит для фильтрации бассейнов от 1000 до 42 тысяч литров. Его производительность 5,67 литров в час. Также есть возможность засыпания в него песка емкости 9 кг, а также добавление химии в количестве 250 грамм. Здесь есть манометр, клапан промывки, а также режимы работы. На другой стороне коробки фильтра есть краткая инструкция по его использованию. Подключаем, собираем, подключаем, очищаем, и становится такая голубая вода. Посмотрим, что у нас получится. Здесь есть емкость для песка, компрессор, шланги и также коробка с комплектующими для сборки. Инструкция к этому фильтру на 10 языках, среди которых есть русский. И можно разобраться, как его собрать. Достанем все компоненты фильтра и узнаем его устройство. Здесь есть 2 шланга, сам насос, емкость для песка и основание на землю. Здесь все возможные муфты и фитинги. Перед тем, как установить фильтр на свое место, необходимо сделать твердое основание. Это может быть бетонная площадка или площадка из плитки, но мы будем использовать красный кирпич, который закрепит поверхность и выровняет ее по уровню. Вот такой площадки вполне хватит. В первую очередь на эту площадку ложим круглую пластмассовую площадку и сам компрессор, насос. После этого ставим на эту площадку емкость для фильтрации песка. Здесь внутри бочки для песка есть такой дозатор, на котором есть отметка минимум и максимум. До этого уровня необходимо насыпать кварцевый песок. Вставляем ее в емкость для песка и накрываем сверху этим упором. И теперь необходимо насыпать песок. Для фильтрации я купил кварцевый песок специальный. Он продается в мешках по 25 килограмм. Песок необычный, имеет крупную фракцию, не такой, как на пляже, немного сероватый. Теперь наполним емкость по отметку между минимум и максимум. Сюда умещается примерно 9 килограмм песка. Теперь вынимаем сетку для центрации. И необходимо поставить сюда сверху эту головку. Необходимо сделать так, чтобы этот патрубок оказался на одной прямой
патрубком насоса. Вот так. Здесь есть такой хомут, необходимо его снять и затянуть на место, чтобы все было плотно. Ослабляем хомут и надеваем его сверху. Здесь есть резиновая прокладка, которая герметизирует этот стык. И ставим на место эту головку. Теперь берем короткий шланг, который был в наборе, и подключаем его к двум патрубкам. После этого необходимо подключить шланги к бассейну и к насосу. У меня Best-Way бассейн, поэтому все намного проще. Есть такой переходник, который вставляется в этот шланг, закручивается хомутом. И теперь нам необходимо снять шланг со старого насоса и переключить его на новый. Здесь желательно не облить ничего, потому что вода в бассейне. Фильтра здесь полностью одинаковые, поэтому ничего менять не нужно. И вставляется вот таким образом. Держи. Вот таким образом. Здесь нужно поставить еще хомут. Шланги необходимо подключать в соответствии с маркировкой. А до разъема А, Б до выхода Б. Вот он. Поэтому здесь ничего не перепутаешь. А, Д это выход для слива. Не забываем на все соединения ставить такие уплотнители резинки. После этого также подсоединяем раструб напорный. И на раструб D ставим вот такой переходничок для промывки песка. Сюда потом можно будет одеть садовый шланг. После этого необходимо выбрать один из режимов работы системы. Здесь есть режим Play. Это обычный режим, который идет через этот песок. Фильтрация возвращается обратно в бассейн. Есть режим обратной промывки для промывки песка. Есть режим крестик. Это закрытый, когда поток воды между фильтром и бассейном закрыт. Также есть режим промывка в виде капельки. Вот этот режим. Этот режим используется для выравнивания песочной массы при первом запуске фильтра, поэтому мы будем пока использовать его. Также есть режим слив, при котором вода сливается через этот патрубок в систему. При первом запуске насоса необходимо установить этот режим, функцию обратной промывки, и дождаться, пока пойдет чистая вода из крана. Вода идет еще немножко грязная, подождем, пока она осветлится. Теперь включаем насос в систему. Это питание. И выбираем режим таймера. И включаем режим обычной промывки, капелька.
И ждем 1 минуту, пока промоется система. Во время промывки еще раз включаем электропитание насоса и подождем 1 минуту, пока все промоется. После этого можно включить клапан на нормальный режим работы и включить сеть для фильтрации воды. Вон видно, что пошла фильтрация. Ждем, пока вода полностью не чистится от всякого мусора. После этого я возьму щетку и почищу хорошо все стенки и пол, чтобы грязь превратилась в взвешенное состояние и профильтровалась нашим мощным фильтром. В первую очередь я щеткой почищу все стенки бассейна, а потом днище, для того чтобы мусор поднялся и втянулся фильтром. Вот фильтрация уже идет около получаса, и вода в бассейне стала намного чище. Здесь есть также таймер работы на насосе, в соответствии с которым можно выставить время работы. Положение ручки может быть 0, 6, 8, 10, 12, 24, P4, P6 и P8. Я пока поставлю на положение ручки 6. Он будет работать 6 часов, затем 18 часов будет отдыхать. И этого вполне хватит на данный момент. В верхний лоток можно добавлять всевозможную химию, которая у вас есть, таблетированная. При этом она будет хорошо растворяться и поступать растворенной в систему фильтрации. При работе фильтра особое внимание уделяйте давлению в этом песочном баке. Нормальное давление должно быть 0,45 атмосфер. Если оно поднимется больше, то необходимо срочно включать обратную промывку и промывать песок. Значит, он уже забит. Старый картриджный фильтр я пока выбрасывать не буду. Будет в качестве резервного. А песочный будет работать весь сезон. Вы были на канале Дело мастера боится. Смотрели видео о том, как собрать и подключить к каркасному бассейну песочный фильтр фирмы Bestway. Пишите свои замечания, комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Будьте с нами. Всем пока!